Привет, привет! Как вы видите, я вернула стол обратно. Я переставила стол в угол, но я все-таки решила, что лучше, когда стол стоит здесь, так лучше смотрится. Меня зовут Наталья. Привет, привет! Вы смотрите канал Practical Russian, где мы изучаем русский язык. В этом видео я расскажу и покажу вам, какие имена сейчас популярны в России и как мы читаем названия разных брендов. В этом видео я объясню вам разницу между словами имя и название. Если вы хотите понять эту тему лучше, внизу под видео будет транскрипция. Здесь на канале я рассказываю вам о России и я делаю видео с грамматикой. Все мои уроки с грамматикой можно получить, ссылка под видео. А сейчас, интересно, имя Наталья до сих пор популярно в России? Поехали! Как я обещала, давайте посмотрим, какие сейчас имена популярны в России. Я открыла Яндекс. Я хочу спросить у Яндекса. Самые популярные имена в России в 2025 году. И здесь есть нейросеть дала мне ответы самых популярных имен. Для девочек это София, Ева, Анна, Варвара, Мария. Интересно. Мария довольно популярное имя было еще, когда я была маленькой. Для мальчиков в 2025 году популярные имена: Михаил, Александр, Артем, Матвей, Тимофей. Михаил — хорошее имя. Артем — не знаю. Матвей, Тимофей — что-то новое. Я вам показала, какие сейчас популярные женские имена в России. Это София, Ева, Анна, Мария. Еще два, да, каких-то имени. Если честно, я уже забыла, какие это были имена. Наталья до сих пор популярна? Мне кажется, что да, может быть, не так сильно сейчас это имя популярно. Может быть, довольно редко родители называют свою дочь Натальей. Но когда я родилась, популярными именами в то время были Катя, Настя, Маша, Аня. Анна, Аня до сих пор популярна. Мария, Маша до сих пор популярны. Не знаю, в этом году. Так что вот. Мне кажется, Наталья до сих пор более-менее еще используется. Если вы не знали, в России принято использовать отчество. У меня есть имя, фамилия и отчество. Отчество от слова «отец» — это имя отца, отец или по-другому папа. Например, Дмитрий Сергеевич. У Дмитрия есть отец, это его папа, и его папу зовут Сергей, его отец Сергей, поэтому у Дмитрия отчество Сергеевич. Он Дмитрий Сергеевич. Сергеевич — это отчество. И да-да, мы обращаемся друг к другу по отчеству в нескольких случаях. В офисе, если это ваш начальник, вам нужно обращаться к нему по имени и отчеству. В России это принято. Если это ваш коллега, и вы работаете с ним каждый день, можно называть его просто по имени. И также мы показываем свое уважение, и мы называем пожилых людей по имени и отчеству. Если это пожилая женщина, любая пожилая женщина, и вы знаете ее имя и отчество, нужно обратиться к ней по имени и отчеству. Давайте пример женщины. Мария Николаевна. У Марии есть отец, ее отца зовут Николай, у Марии отец Николай,
Поэтому ее отчество Николаевна. Она Николаевна по отчеству, Мария Николаевна. Ее имя Мария, ее отчество Николаевна, потому что отца зовут Николай. Надеюсь, понятно. Какие известные бренды в России? Какие самые известные бренды? Бренды одежды. Одежды. Давайте посмотрим. Некоторые известные бренды одежды. Nike. Мы по-русски говорим Nike. Louis Vuitton. Я не знаю, как читают этот бренд в вашей стране. Русские люди говорят Louis Vuitton. Chanel. Мы говорим Chanel. Не знаю, Gucci. Adidas. Может быть, вы читаете как-то по-другому. Levi's. Levi's. Ой, я не уверена как. Все по-разному. Dolce Gabbana, Armani, Versace. Ну, это известные бренды одежды. Давайте я вам расскажу, как мы читаем марки машин. Самые известные марки машин. Вот, есть Нейро. Эта нейросеть дает мне лучший ответ. Номер один это Лада, это русская машина, русский бренд. Лада, ой, ну, конечно, сейчас, в 2025 году, на втором, на третьем, на четвертом и так далее местах это будут китайские машины. Нам нужен другой ответ. Так, самые известные марки машин в мире. Вы видите здесь названия и представлены модели Porsche, Skoda, Toyota, Chevrolet, Moskvich. Moskvich это русская машина. Mitsubishi. Правильно, мы читаем Mitsubishi. Mitsubishi. Запорожец это тоже старая русская машина. Раритет, так сказать. Volkswagen. Да, я знаю, что по-немецки правильно Volkswagen. Ну, по-моему, русские люди говорят Volkswagen. BMW. Мы просто читаем буквы BMW. Тоже по-английски это будет по-другому. Honda, Mercedes, Иж. Окей, пропустим. Opel. Что еще из нового? Subaru, Peugeot, Tesla, Nissan. Я не знаю, как правильно читать Lamborghini. Ой, не судите меня строго. Я не так хорошо знаю машины. Renault, Ford и так далее. Не будем читать все возможные варианты, но вы поняли идею. Что я могу сказать по поводу марок машин и разных брендов? Русские люди обычно читают так, как они видят. Например, в России очень любят марку машины BMW, и мы так и читаем. Мы видим BMW, и мы читаем BMW. Да? Я знаю, что по-английски это будет не совсем правильно так читать. Также любая другая марка машины, Audi, Mercedes, Mazda. Обычно люди читают, как они видят. Или, например, компьютер Mac. Да-да, в России мы не говорим Mac, это английская версия. В России у нас просто Mac и Mac, iPhone и iPhone. Но вот с китайскими брендами как-то труднее их читать, если честно. С одеждой, я думаю, все более-менее понятно. Это очень известные бренды. Louis Vuitton, Fendi. Ой, я уже все забыла. Какие еще бренды? Я только что посмотрела в интернете. Я не покупаю одежду этих брендов. Она для меня слишком дорогая, и не вижу смысла покупать такую дорогую одежду, даже если бы у меня были деньги. Поищем в интернете самых известных личностей, самые известные личности не знаю, в истории человечества. Так, что же говорит нам нейросеть? Политики, например, Юлий Цезарь, Авраам Линкольн, Уинстон Черчилль, Франклин
Рузвельт. Ой, для меня даже трудно читать, простите. Конечно, я знаю этих людей. Дальше. Ученые и изобретатели. Например, Менделеев. Мы изучали его в школе. Попов. Это изобретатель, русский изобретатель. Он изобрел радио. Пирогов, честно, не знаю. Это военный хирург русской школы анестезии. Ну, что-то связано с медициной, с анатомией, с хирургией. Художники, писатели, конечно, самые известные, вы точно знаете эти имена. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо. Да? Это испанский художник Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Микеланджело, конечно, итальянские художники. Ну и все, больше он не дал каких-то известных людей, только несколько политиков, несколько изобретателей и несколько художников. Что я могу сказать о каких-то известных личностях? Конечно, в истории человечества достаточно много людей, которые внесли какой-то вклад. Они как-то изменили этот мир. Это могут быть известные художники, это могут быть известные писатели, туда входят политики, изобретатели. Имен достаточно много. Я уверена, что в вашей стране тоже есть и известные писатели, и известные политики, и люди, которые что-то создали. Например, в школе мы изучали Попова. Попов создал радио. И еще есть несколько изобретателей. Конечно же, все в России знают Ломоносова. Ломоносов — это и математик, и физик. Мы тоже изучали его биографию. Довольно много известных имен, довольно много имен известных художников. Каких художников я знаю? Так, я же Айвазовский, например. В России, я думаю, что это один из самых известных художников, русских художников. Это Айвазовский. Ой, я же знала еще. Когда нужно о чем-то рассказывать, я тут же забываю все. У меня все вылетает из головы. Какой кошмар. И, конечно же, русская литература, классика. Вы точно слышали эти имена, вы точно слышали имена известных русских писателей. Это Достоевский, Толстой, Гоголь и так далее. Я не буду вам сейчас перечислять всех, но я уверена, что кого-то из этих вы точно слышали. У меня есть на канале видео, где я рассказываю о русской литературе, мой любимый Чехов. Здесь будет видео, там я показываю, рассказываю о том, что я читаю. Сейчас я хочу пояснить грамматику. Номер один. Имя. Имя может быть только у человека или у животного. Например, у нее красивое имя. У нее красивое имя. У него необычное имя. У него необычное имя. Мы не знаем их имена. Мы не знаем их имена. Назовите имена известных поэтов. Назовите имена известных поэтов. Вы знаете имя этого художника? Вы знаете имя этого художника? Иногда улицы называют именами людей. Иногда улицы называют именами людей. И очень часто мы используем глагол «звать». Имя – это существительное, звать – это глагол. Например, его зовут Павел, его зовут Павел, ее зовут Кристина, ее зовут Кристина, кота зовут Тим, кота зовут Тим, слона зовут Том, слона зовут Том, черепаху зовут Кристи, черепаху зовут Кристи. Ты знаешь, как их зовут? Ты знаешь, как их зовут? Как звали этого человека?
как звали этого человека. Номер 2. Название. Название может быть у улицы, у магазина, у компании, у какого-то бренда. Когда человек дает название предмету, человек дает имя другому человеку, родители дают имена своим детям, а название может быть только у предмета. Например, какое сложное название? Какое сложное название? Отправь мне название магазина. Отправь мне название магазина. Напиши название улицы, пожалуйста. Напиши название улицы, пожалуйста. У этого фильма странное название. У этого фильма странное название. И мы используем глаголы. Называть, назвать, кого, что. Когда вы называете ребенка или вы даете какое-то название улице. То есть этот глагол можно использовать и в том случае. Например, они назвали дочку Софии. Они назвали дочку Софии. Мы назвали сына в честь дедушки. Мы назвали сына в честь дедушки. Как вы назовете детей? Как вы назовете детей? Они назовут победителей в конце конкурса. Они назовут победителей в конце конкурса. Назовите свои имя и фамилию. Назовите свои имя и фамилию. И последний глагол называться, назваться, кем, чем. Это возвратный глагол. Обычно может книга называться или фильм как-то называться. Обычно предмет называется, да, как-то. У предмета есть название, и он называется. Ты знаешь, как называется этот фильм? Ты знаешь, как называется этот фильм? Как называется эта улица? Как называется эта улица? Этот дворец называется... Она назвалась чужим именем. Она назвалась чужим именем. Значит, она сама назвала себя, но не своим именем. Она не использовала свое имя, она сказала любое другое имя. Он назвался моим другом. Он назвался моим другом. Значит, он сказал, что он друг. Но, возможно, это неправда. Он назвался, да, он назвал себя другом человека. Сегодня у меня к вам несколько интересных вопросов. Вопрос номер 1. Как вас зовут? Как вас зовут? Ваше имя популярно в вашей стране или оно редкое? Ваше имя популярно в вашей стране или оно редкое? Вопрос номер 2. Как зовут детей ваших друзей или соседей? Как зовут детей ваших друзей или соседей? Вопрос номер 3. Какие имена известных людей первыми приходят в голову? Какие имена известных людей первыми приходят в голову? Что мне приходит в голову? Илон Маск, Гагарин. Вопрос номер 4. Какая у вас марка машины? Какая у вас марка машины? Как называется эта марка? Как называется эта марка? Вопрос номер 5. Какие бренды известны в вашей стране? Какие бренды известны в вашей стране? Чем они известны? Чем они известны? Отличная работа! Сегодня у нас была интересная тема. Вы узнали что-то новое о России? Я надеюсь, что да. Здесь я рассказываю о России и также даю вам уроки с грамматикой. Вы можете получить все файлы и практиковать русский язык самостоятельно
Внизу под видео есть ссылка, там все транскрипции, там все мои уроки с грамматикой. Как вы считаете, ваше имя популярно в вашей стране или оно редкое? Вы можете ответить на этот вопрос для практики. Больше видео о русской культуре можно найти здесь. И желаю вам хорошего дня. Скоро увидимся. Пока-пока.